新物件。客官，看看这个青釉梅瓶。 Всем привет, хрюшки! На связи Машек. В сегодняшнем видео будет не просто обзор игры Justice Online, а плюсы и минусы данной MMORPG. Усаживай свою попочку поудобнее, занюхни валерьяночки и поехали! Раз уж мы смотрим кат-сцену о лисичках, то давайте начнем с лора игры. Кат-сцены тут офигенные, и по мере прохождения сюжетки появляются очень часто. Минус частым загрузкам. Несмотря на то, что комп у меня вроде нормальный, а игра установлена на SSD, смена локаций по 10 раз за один квест заставляет меня ворчать как старый дед. Минус этих кат-сцен только незнание китайского языка, и частенько у персонажей ни с того ни с сего перекашиваются глаза, они передвигаются как роботы, или еще какая-то дичь происходит. Графоний. Графоний в этой игре это то, что заставило биться мою кокоро чаще. Очень красивый Китай, офигенные локации, возможность прыгать, летать, парить, бежать по стенам и воде, и даже скользить по земле и снегу. Огромный плюс настройкам игры, ведь если у тебя колымага, ты все равно сможешь играть и наслаждаться видами, не долбясь в глаза. В данной игре есть система хаусинга. Типа ты строишь дворец, сажаешь капусту в огороде и все в этом духе. Можешь, кстати, выйти замуж или пожениться по традиционным китайским обычаям. Если посчастливится это сделать, появится возможность телепортироваться к своей половинке, открыть доступ для пары в своем дворце и получить валюту влюбленных, за которую можно купить бонусы, добавляющие прибавку к опыту, костюмы, титулы и прочую хрень. Вот только заключить брак непросто. Нужно копить очки дружбы за совместное выполнение квестов в группе, выполнять специальные квесты вместе, дарить подарки своей суженой и прочее в этом духе. Так, стоп! Не спеши вырубать видосик, уже переходим к разбору классов. На данный момент в игре доступно 7 классов из 8. Блейд Мастер или Мастер Клинка, на китайском разбитая мечта. Очень мобильный и при этом самый сложный класс в игре. Копейщик или же река крови. Как ни странно, что-то вроде танка. Тоже очень сильный и мобильный класс. Сложность средняя. Кунг-фу мастер. Железная броня или железный кулак. Сложность класса низкая. Бард или божественный помощник. Играет роль хила. Класс средней сложности. Маг-призыватель. Сильный, быстрый и эффектный. Освоение класса низкое. Саппорт. Красивый, милый и необычный класс с ленточками на рукавах. Может бафать тиммейтов. Сложность низкая. В принципе, за этот класс вы в основном стоите на месте и бафаете. И хилите сопартийцев.
Седьмой класс — это что-то похожее на Сина и БМа с функцией саппорта. Фехтовальщик. Использует взрыв, отравляющее облако, может хилить, бафать и прочее. А вот и первый плюсик. Все классы очень мобильные и домашние. Из минусов же отсутствие выбора пола у КФМа. Но думаю, это не критично. Я лично всегда выбираю РТТшников, поэтому у меня норм. Но если ты сохнешь по тяночкам и твой фаворит КФМ, то сочувствую. Поехали дальше. Редактор персонажей. В принципе, он достаточно годный, но не хватает изюминок, которые в других играх помогают создать персонажа с особой внешностью. И я сейчас не про огроменный зад и сиськи. К примеру, цвет волос может быть только черным и каштановым. В магазине можно перекрасить еще в белый и желтый. Причина этому ясна. Эта игра основана на китайской истории времени империи Сун. По этой же причине сражаться в этой игре можно только с людьми. Помимо ПВЕ есть еще и ПВП. Присоединившись к одной из фракций, а их две, можно мочить где угодно и кого угодно. Я не ПВПшник, но уже успела получить по попке пару раз. И это вообще-то нечестно, у меня пинга, на меня 5 человек нападает. На самом деле в этой игре еще очень много всего. К сожалению, китайского я не знать, поэтому поделиться больше информацией не могу. Мау. Да играть с пингом 300-500 не очень топово. Но могу ради вас еще немножко пострадать на стримчике. Хочется посмотреть на high-level контент, сражаться с боссами, ходить в данжи и рейды. Но с таким пингом меня точно будут кикать из пати. Кстати, в сети есть трейлер мобильной версии игры Justice Mobile, но опять же нифига не известно. Некоторые считают, что Justice Online очень похожа на Blade and Soul, и если честно, изначально мне также показалось, но игру скорее можно сравнить с Revelation и Moonlight Blade. Самое отстойное, ребят, что никакой инфы о западных локализаторах нет. Есть только надежда, что игра выйдет в 2020 году, а на Ру вообще хрен знает сколько ждать. В общем, на этом все. Думаю, игра больше всего понравится любителям Азии и Китая. Если видео хоть немного было информативным для тебя, можешь поставить лайк и подписаться на канал. Ну еще и на группу можешь подписаться заодно и присоединиться к нашей беседе. Эх, ладно, теперь точно все. В общем, спасибо за просмотр. Мау, всем удачного дня и с наступающим Новым годом, Датте Байо.今日红绳既定，珠联璧合。他年白头有贤，贵妇兰心。在此向天地起誓，愿将红叶之盟载明渊博，赤绳早系，白首永偕，谨定此约。天涯海角，碧落黄泉，你我二人永不离分。